Глава 736. Раскрытие шпиона. Через мгновение этот человек мягко прошептал: «Не может быть, где командный медальон?» Я четко видел, как он положил его в свою сумку для хранения, затем он в расстроенных чувствах перевернул его сумку для хранения вверх тормашками и стал вытрясать его вещи на землю, в результате чего на пол высыпалась куча различных низкоранговых магических инструментов и низкоранговых магических камней. Как только этот человек увидел то, что было на земле, цвет его лица побледнел, и его тело внезапно вспыхнуло зеленым светом. Не говоря ни слова, он метнулся в коридор в виде полоски яркого света. После этого в зале раздался глубокий вздох. Вскоре стены зала засверкали серебряным светом, создавая вокруг них огромный световой барьер. Холодно фыркнув, мужчина продолжил свои намерения, не собираясь останавливаться. Затем он похлопал себя по своей сумке для хранения духовного зверя и вызвал угольно-черную духовную ящерицу, поразив свет, который блокировал его путь. С приглушенным ударом духовного зверя оттолкнуло световым барьером, а сам барьер остался невредимым. Мужчина тревожно стиснул зубы и выплюнул изо рта синий трезубец. В одно мгновение магическое сокровище разделилось надвое и объединилось вместе в виде полоски синего света, а затем ударило по световому барьеру. Раздался приглушенный взрыв, и синий свет отразился на 10 метров, врезавшись в землю. Брату Гоу не стоило создавать себе такие неприятности, в зале раздался голос лысого мужчины. Поскольку это место является ядром великой формации горы Желтого Дракона, вполне естественно, что его охраняют самые мощные ограничительные заклинания. Не думай, что можешь уйти так просто. Синий свет исчез, показывая Гоу Шуанпу. Однако его цвет лица был смертельно белым, а взгляд едва ли мог сохранять спокойствие. Значит, ты не умер, а использовал марионетку из плоти. Я слышал, что среди Союза 9 наций был таинственный культиватор, который умел создавать марионеток-двойников из плоти, которые невозможно было отличить истинного человека. Такого я не ожидал. Затем сверкнула вспышка белого света, и в зале появился лысый мужчина. Он взглянул на Гоу Шуанпу со стороны барьера, а затем взглянул на уничтоженный труп на полу. Брат Гоу много знает о делах нашего Союза 9 наций, как и ожидалось, а также о марионетках-двойниках. Верно, ты убил труп марионетки, которую я контролировал. Даже культиватор зарождающейся души, такой как ты, не мог различить ее. Ха. Глупости. Я просто не использовал свое духовное чутье, боясь быть замеченным. Кроме того, даже если я тщательно культивировал двуххвостую нефритовую змею в течение нескольких сотен лет, так что ее яда было достаточно, чтобы убить одного культиватора зарождающейся души. Изначально я планировал использовать змею, чтобы ранить тебя, но я ошибочно переоценил ядовитость змеи, увидев, что ты погиб от одного ее укуса. Кажется, я был слишком самонадеянным, Гоу Шуан поговорил с ледяным выражением, но в его глазах виднелось сожаление. Лысый мужчина проговорил: «Хах. Я попросил создать марионетку шутки ради, я не думал, что мне сделают двойника. Однако, теперь я понимаю, что оно того стоило». Гоу Шуан дернул щекой и немного помолчал, а затем сказал: «Судя по твоему тону, ты, казалось, знал, что я приду за тобой, поэтому подготовил замену заранее. Неужели ты обнаружил что-то подозрительное после того, как я прибыл на гору Желтого Дракона?» Лысый мужчина покачал головой. «Конечно, нет. Как я мог подозревать старейшину секты контроля над призраками без причины? Я получил предупреждение, но не был уверен в этом полностью. Затем он повернул голову и крикнул: «Господин Даосист Хань, брат Ма, можете выходить». Услышав это, Гоу Шуанпу стало не только мрачным, но он также не мог больше скрывать свою тревогу на лице. Затем, вспыхнув желтым светом с обеих сторон зала, вышел Хань Ли со спокойным выражением на лице и старик Ма серьезным. С грустью в голове старик Ма сказал: «Не ожидал, что господин Даосист Гоу на самом деле сделает это. Что тебе предложили Маулане в обмен на такую сумасшедшую вещь?» Гоу Шуанпу уставился на старика и холодно фыркнул. «Сумасшедшую вещь? Я сам родом из племени Мауланей. Как мое решение может быть сумасшедшим? Ты из племени Мауланей». Культиваторы были крайне удивлены такой новостью. Конечно, на лице Гоу Шуанпу появилось безумное выражение. Вы считали, что преимуществ было достаточно, чтобы втянуть культиватора зарождающейся души, такого, как я? Вы, культиваторы Небесного Южного региона, должны понять, насколько скудные ресурсы для культивации в долине Мауланей. Среди воинов-заклинателей есть множество талантливых людей, у которых нет возможности прогрессировать из-за отсутствия духовных камней и духовных таблеток. Через 100 лет они просто превратились в кучу костей, потому что им не хватало оптимальных условий для культивации. Почему вы, культиваторы Небесного Южного региона, взяли себе такой хороший район, а мы, воины-заклинатели, должны довольствоваться малым? Если мы получим ресурс у Небесного Южного региона, менее чем через 100 лет число воинов-заклинателей удвоится.
С такой огромной силой мы сможем победить племя вознесенных бессмертных и править во всей долине Мауланей. Услышав слова Гоу Шуанпу, остальные невольно смутились. Хань Ли тут же спросил: уничтожить племя вознесенных бессмертных? Кажется, Маулани потерпели решительное поражение от них, и теперь большинство мауланских равнин принадлежит им. Вот почему вы вторглись в небесный южный регион. Как? Откуда ты об этом знаешь? Гоу Шуанпу был ошеломлен на мгновение, а затем вдруг что-то пришло ему в голову, и он злобно посмотрел на Хань Ли. Ты подслушивал мои голосовые передачи с мудрецом Ле? Хань Ли спокойно сказал: кажется, брат Гоу понял это довольно быстро, но не вини меня. Кто виноват, чтобы ты так нагло проводил голосовые передачи рядом со мной? Благодаря моему духовному чутью для меня это не составило труда, поэтому я обо все рассказал господину Лу. С бледным лицом Гоу Шуанпу жестко уставился на Хань Ли и обиженно сказал: хорошо, очень хорошо. Все мои секреты раскрыты. Я так долго скрывался в небесном южном регионе, что довольно несправедливо попасть в такую неосторожную ошибку. Но нельзя просто сказать, что твое духовное чутье чуть выше моего. Ты слишком скромничаешь. Разве можно сравнить нашу секретную передачу голоса с обычной голосовой передачей? Только в случае, если твое духовное чутье такое же сильное, как у культиватора на поздней стадии зарождающейся души, ты мог подслушивать мою секретную голосовую передачу. Старик Ма вскрикнул от удивления. Поздняя стадия зарождающейся души? Лысый мужчина тоже тревожно взглянул на Хань Ли. Хань Ли нахмурился. Он не думал, что это дело может непреднамеренно раскрыть силу его духовного смысла. Но вскоре он опустил лоб и вместо этого расслабился, заставив лысого мужчина и старик Ма скептически относиться к словам Гоу Шуанпу. В конце концов, это было слишком немыслимо, чтобы у культиватора на ранней стадии зарождающейся души было духовное чутье, равное по силе культиватору поздней стадии. Лысый мужчина неохотно отвернулся от Хань Ли и взглянул на Гоу Шуаншу внутри светового барьера. «Поскольку мы теперь знаем, что ты шпион, не обвиняй нас в том, что мы безжалостны. Хотя я хотел бы пощадить твою жизнь и передать тебя исполнителям Союза 9 наций, впереди нас ждет великая битва, у нас нет возможности держать тебя в живых». Вскоре после этого он перевернул руку и вызвал командный медальон, который засверкал серебряным светом. Он поднял командный медальон в воздух, выстрелив лучом в барьер. Барьер полностью поглотил луч и засверкал бесчисленным количеством серебряных цветов. Гоу Шуанпу смотрел на серебряные цветы, как на ядовитое насекомое, и его лицо исказилось от ужаса. Без дальнейших размышлений он быстро похлопал по себе несколько раз, поместив несколько слоев различного цветного света на свое тело. В то же время он поместил синий трезубец перед собой. Трезубец стал вращаться над его головой, образуя вокруг него барьер синего света. Как только серебристые цветы начали разрываться и заполнять световой барьер, лысый мужчина беспристрастно повернулся и обратился к Хань Ли и старику Ма: «Пойдемте, здесь ни на что смотреть». Хотя его уровень культивации довольно велик, он не сможет долго продержаться, и его зарождающаяся душа вскоре будет уничтожена. Нам все еще приходится иметь дело с последствиями. Хотя этот человек был шпионом Маулани, он все еще был старейшиной секты контроля над призраками. Нам предстоит серьезное объяснение перед Альянсом. Глава 737. Духовный воспламеняющийся змей-монстр. При виде большой уверенности лысого мужчины в ограничительных заклинаниях зала, Хань Ли моргнул и больше ничего не сказал. Старик Ма несколько засомневался в словах лысого мужчины и нахмурился. Хань Ли улыбнулся и вдруг сказал: «Честно говоря, хотя это несколько хлопотно, нет необходимости слишком беспокоиться об этом». Из-за предыдущих достижений Хань Ли лысый мужчина не смел его игнорировать и нерешительно спросил: «Что ты имеешь в виду, брат Хань?» Старика Ма также с удивлением посмотрел на Хань Ли. Хань Ли потер подбородок и сказал: «Лидеры нашего альянса наверняка что-то знают о шпионах Мауланей, проникших в небесный южный регион. Возможно, они уже ловили кого-то в прошлом». Несмотря на то, что это был высокоранговый культиватор, секта контроля над призраками не сможет ничего с этим поделать. Поскольку все мы исходим из разных альянсов, большинство культиваторов не подумают, что мы сознательно убили старейшину секты контроля над призраками. Таким образом, мы должны только объяснить себя и предоставить информацию, полученную нами от Мауланей. Как только они подтвердят эту информацию, никаких проблем не возникнет. Я считаю, что у секты контроля над призраками были свои собственные подозрения относительно старейшины Гоу. Разумеется, господин Даосист Гоу не мог все настолько тщательно скрывать в течение стольких лет. И даже если они этого не сделают, они смогут найти нечто подозрительное в его прошлых действиях. Лысый мужчина вскинул брови, и в его руке появилась нефритовая пластинка.
На его лице было странное выражение, и он сказал: «Слова брата Ханя разумны». Я также использовал секретную технику для записи предыдущих слов старейшины ГУ на нефритовую пластинку. Мы сможем использовать их в качестве доказательства, когда придет время. Выслушав объяснение Хань Ли и увидев нефритовую пластинку лысого мужчины, старик Ма вздохнул с облегчением. Все правильно сделал. Жаль, что господин Даосист Гу не смог стать свидетелем, поскольку его травмы были настолько серьезными, что он не смог бы скрыть себя тщательно. Сказав это, все трое пустились в обсуждение этого, как вдруг из светового барьера послышалось шипение. Все трое были очень удивлены этим и с недоумением переглянулись между собой. Только лысый мужчина собирался действовать, из барьера раздался мощный взрыв пламени. Зеленый коготь вылетел и ударил по световому барьеру, словно молния, заставляя его дрожать. Что это? У него все еще есть сила, чтобы прорваться сквозь это ограничение. Лысый мужчина был очень встревожен и не поверил произошедшему. Затем он сделал жест заклинания и ударил по барьеру печатью заклинаний, в результате чего многочисленные цветы света сжались, раскрывая сцену внутри. Лысый мужчина и старик Ма почувствовали, как их дыхание заледенело. Выражение на лице Хань Ли также было угрюмым. Гу Шуанпу исчез, на его месте появился получеловек-полузмей-монстр. Это чудовище было в одежде Гу Шуанпу, но ее лицо и конечности были полностью покрыты зелеными чешуйками. Зрачки его глаз стали вертикальными, а на пальцах появились длинные когти. За спиной у него были 2-метровых хвоста, которые стучали по полу. Чешуйчатое лицо явно принадлежало Гу Шуанпу. Когда он открыл свой рот, из него высунулся змеиный язык, и он зашипел подобно змее, что вызвало страх и отвращение у присутствующих. Когда старик Ма чётко увидел внешность монстра, его лицо побледнело, и он вскрикнул: «Это техника духовного воспламенения». Он превратился в двуххвостую нефритовую духовную змею. Когда лысый человек услышал старика, на его лице появилась тревога: техника духовного воспламенения. Разве это не потерянная секретная техника? Разве он не боится быть изгнанным из цикла реинкарнации? Вскоре после этого он пристально уставился на змей-монстра, как на мощного врага, и тут же похлопал себя по сумке для хранения. По вспышке серебряного света в его руке появился талисман ограничения. Лысый мужчина вдохнул духовную ци в медальон и подбросил его в воздух. Но как только он начал произносить заклинание, монстр внутри барьера начал действовать. Он угрюмо пронесся мимо троих за барьером и быстро щелкнул языком, а затем раскрыл пасть, выплевывая пурпурно-черную жидкость в направлении их троих. В этот момент лысый мужчина увидел это и прекратил свое заклинание, вместо этого указав на командный медальон. Медальон начал излучать серебристый свет и выстрелил 10 серебряными печатями под барьеру заклинаний, каждая печать издавала вопль дракона. Затем барьер вспыхнул несколько раз и стал толще. Бесчисленное количество серебряных потоков начало конденсироваться внутри барьера. Когда черно-фиолетовая жидкость ударила по барьеру, часть светового барьера мгновенно потемнела, и вскоре окрашенная площадь несколько увеличилась до 3 метров. На лице змей-монстра появилось злобное выражение. В тот же момент он ударил своими 2 хвостами по полу, выпустив полоску зеленого света и яростно врезав по барьеру своими когтями. Раздался грохот, и барьер прорвался, словно это была бумага. Монстр был в восторге от этого, его тело тут же размылось, словно он пытался убежать. На лице лысого мужчины появился ужас при виде этого, и он выклюнул изо рта белый стержень, образуя световой щит вокруг своего тела. Старик Ма сделал то же самое. С нервным выражением он выплюнул свое магическое сокровище и покрыл свое тело слоем света. Они оба прекрасно понимали, насколько страшен был культиватор на ранней стадии зарождающейся души, который использовал технику духовного воспламенения. Не говоря уже о его техниках, уровень его культивации в этот момент сравнивался с культиватором средней стадии зарождающейся души. Когда они увидели, что монстр вот-вот исчезнет, они, естественно, планировали сражаться с ним не на жизнь, а на смерть. Они не собирались брать на себя инициативу атаковать его, если бы он не набросился первым. В этот момент Хань Ли вздохнул с беспомощным тоном и решил принять меры. Размывшись, он переместился к световому барьеру и появился прямо у прорехи в нем. Когда змей-монстр хотел бежать и увидел, что Хань Ли заблокировал его путь, его глаза злобно засверкали. Без единого следа или предупреждения он открыл рот и выплюнул пурпурно-черный яд. «Будь осторожен. Господин Даосист Хань, тебе лучше быстрее уклониться». В тревоге закричали лысый мужчина и старик Ма. Это было не из-за беспокойства о нем, а потому, что им была нужна вся сила, которую они могли собрать, чтобы сражаться с этим монстром, не говоря уже о надвигающейся угрозе армии воинов-заклинателей.
Игнорируя их тревожные крики, Хань Ли посмотрел на фиолетово-черную жидкость, и в его глазах сверкнуло странное выражение. Он тут же поднял руку, согнул пальцы и покрыл их слоем мерцающего синего пламени, протянув руку вперед, чтобы схватить яд. Два других культиватора зарождающейся души почувствовали, как их сердце ушло в пятки при виде этого. Змей-монстр, тем временем, без колебаний снова выплюнул яд. На лице Хань Ли появилась еле различимая насмешка, а его глаза засверкали синим светом. Внезапно между Хань Ли и монстром появилась мощная вспышка света, которая начала интенсивно пульсировать. Лысый мужчина и старик торопливо переглянулись между собой и оглянулись. То, что они увидели, поразило их. Они увидели, что на лице змеевидного монстра был восторг, словно он должен был скрыться от светового барьера, но теперь его тело было покрыто искрящимся кристаллом, превратившись в скульптуру из синего льда. Яд тоже превратился в тонкую нить льда, которая выходила из его рта, длиной около метра. В неизвестное время Хань Ли появился за монстром и положил свою синюю пылающую руку на шею монстра. Хань Ли взялся рукой за шею и уставился на ледяную скульптуру. Как и ожидалось, это первое воплощение духовного воспламеняющегося монстра. Хотя он был довольно умным, его боевого опыта было недостаточно. Нечего было бояться, затем он поднял другую руку, и из его ладони вырвалась плотная дуга золотой молнии, которая затем ударила по ледяной скульптуре, окутывая ее золотой сетью. Синее сияние и золотой свет слились воедино, а затем взорвали ледяную скульптуру на кусочки размером в дюйм. Воздух наполнился синими пятнами света, и внезапно в него выстрелил черно-фиолетовый объект размером с кулак, но он тут же был пойман золотой сетью. Нечеловеческие вопли раздались из него. Суровое выражение мелькнуло на лице Хань Ли. Хань Ли сжал руку, которая испускала молнию, заставив сеть сжаться и исчезнуть из виду. Глава 738. Побиты в своей собственной игре. С визгом золотое сияние превратило зарождающегося демона в облачко дыма, которое вскоре рассеялось. Стоит сказать, что техника духовного воспламенения является древней техникой дьявольского ада. Разумеется, зарождающиеся демоны, возникшие в результате этого, также невероятно уязвимы перед божественной дьявольской молнией, и их легко можно уничтожить с ее помощью, в результате у них нет даже мгновения на побег. У лысого мужчины отвисла челюсть при виде этого, и он едва ли нашел в себе силы, чтобы закрыть рот. Лицо старика выглядело достаточно спокойным, но его глаза чуть не вылезли из орбит, и он также не мог заставить себя сказать что-либо. Хань Ли ожидал такой реакции, поэтому сохранял спокойствие. Он подобрал сумку для хранения с пола и синий трезубец, а затем просмотрел их своим духовным чутьем и бросил лысому человеку. Хань Ли взглянул на них и медленно сказал: «Хотя мы убили его, мы должны вернуть его магическое сокровище и сумку для хранения обратно в секту контроля над призраком, не тронув его. Таким образом, секта не сможет нам ничего предъявить». Услышав голос Хань Ли, лысый мужчина мгновенно оправился от шока и тут же согласился: слова брата Ханя очень разумны, так и сделаем. Старик несколько раз пошевелил губами, но так ничего и не сказал. Он просто убрал свое магическое сокровище. То, что Хань Ли убил фигуру в черном, можно было отнести к слепой удаче. Но на этот раз ему удалось с пустыми руками убить монстра, который обладал уровнем культивации средней стадии зарождающейся души. Этот противник намного превосходил его возможности. Внезапно оба они почувствовали, что старейшина Хань из секты дрейфующего облака может сражаться и с противником на уровне поздней стадии зарождающейся души. Когда эта мысль пришла им в голову, они невольно стиснули зубы и старались сохранять спокойствие. Хань Ли равнодушно сказал: «Поскольку вопрос решен, я вернусь и продолжу свой отдых. Если воины-заклинатели вернутся, пожалуйста, позовите меня. Брат Хань, иди, отдыхай. Мы проследим тут за всем», в словах лысого мужчины звучало уважение. Хань Ли улыбнулся и махнул рукой, а затем покинул зал. Предыдущее проявление небесного ледяного пламени и божественной дьявольской молнии было принудительной мерой. Если бы он не проявил инициативу атаковать, змей-монстр сбежал бы и не оставил бы никаких проблем в будущем. Вот почему лысый мужчина и старик не блокировали его путь к побегу. Более того, он не чувствовал необходимости скрывать свои истинные способности, сконденсировав зарождающуюся душу. Его нынешние способности сильно отличались от того, когда он был в области рассеянного звездного моря. Тогда он должен был скрываться, потому что уровень его культивации был низким, плюс он был в незнакомой области. Если бы неправильные люди заметили его бы преследовали. Но теперь, когда он сконденсировал зарождающуюся душу, он был в верхнем эшелоне мира культивации, и поскольку только немногие люди представляли для него угрозу, он не боялся раскрыть себя.
Более того, учитывая нынешнее вторжение мауланей, было бы невозможно продолжать скрывать свои способности. По крайней мере, секта Духовного Призрака и группа Маркиза Нанлуна уже знали о его истинных способностях, поскольку он проявил их в охоте за сокровищами в долине мауланей. Таким образом, он также мог продемонстрировать свою истинную силу, чтобы запугать любую мелкую сошку, которая что-то замышляла против. В противном случае, если бы кто-нибудь из культиваторов считал его слабым, это спровоцировало бы ненужные проблемы. Конечно, Хань Ли не мог легко раскрыть все свои убийственные ходы. Когда Хань Ли размышлял над этим, он также вспомнил странное ощущение от высшего пурпурного пламени, когда он окутал им зарождающегося демона. Ему хватило всего мгновения, чтобы заморозить этого монстра. Затем, когда он вспомнил высшее пурпурное пламя, он почувствовал, что оно стало несколько неустойчивым. Казалось, что полная мощь этого пламени требовала высшего уровня культивации, как он и ожидал. Переполненный уверенностью в себе, Хань Ли медленно направился к своей резиденции. Когда старик Ма увидел, что Хань Ли ушел, он криво улыбнулся и сказал: «Брат Лу, кажется, мы недооценили способности господина даосиста Ханя. Его сила далеко превосходит наши ожидания». На лице лысого мужчины было восхищение, верно. Хотя его уровень культивации находится на ранней стадии зарождающейся души, его золотая молния и синее пламя способны убить даже культиватора средней стадии. Старик Ма улыбнулся и сказал: «Однако для нас это даже лучше. С таким могущественным союзником нам нечего бояться от вторжения воинов-заклинателей». Это имеет смысл, лысый мужчина кивнул, но вскоре он нахмурился и сказал: «Однако, хотя я еще не слышал об этом синем пламени, я раньше слышал о золотой молнии, но сейчас ничего не могу вспомнить. Может, брат Ма что-нибудь помнит?» Старик задумался на мгновение и почувствовал, как у него холодок пробежал по спине. «Нет, я первый раз встречаю эту золотую молнию. Эта техника настолько мощная, что даже бесплотная зарождающаяся душа не смогла сбежать. Оставим это. Независимо от того, какие техники культивирует даосист Хань, для нас все складывается очень удачно». Лысый мужчина нахмурился, словно не желая говорить об этом, и сказал: «Мы должны поговорить о завтрашнем дне». Старик Ма был ошеломлен и озадаченно спросил: «Что ты имеешь в виду?» Холодный блеск появился в глазах лысого мужчины, и он зловеще сказал: «Поскольку маулане отправили шпиона, чтобы он сломал формацию, почему бы нам не победить их в их собственной игре?» Старик Ма, казалось, все понял. «Брат Лу, ты имеешь в виду? Это довольно просто. Мы?» Старик Ма и старик внезапно заговорили шепотом, их голоса слегка отражались по всему залу. Через мгновение лысый человек дико рассмеялся, словно радуясь гениальности своего плана. В полдень второго дня, когда горящее солнце поднялось до центра неба, в воздухе появились огромные духовные звери. Армия воинов-заклинателей пересекала горизонт, и на этот раз в центре армии был гигантский монстр. На первый взгляд он выглядел как огромный носорог, только больше в несколько десятков раз. У него на носу был сверкающий синий рог длиной более 3 метров. Огромное тело зверя было покрыто слоем светящихся черных боевых доспехов, на которых были талисманные иероглифы. Они выглядели чрезвычайно ценными. Не говоря уже о его огромных размерах, 4 его ноги, казалось, полностью едва касались синих облаков, и он выглядел чрезвычайно проворным. На его спине сидела женщина, красотка в расцвете сил, с обнаженными ногами и миловидным лицом, однако вокруг нее была враждебная аура, а взгляд был холодным. На ней была простая, короткая темно-зеленая одежда. Куя и худощавый воин-заклинатель внимательно следили за огромным зверем, словно будто уважая женщину. «Стой!» Перед тем, как они приблизились к горе желтого дракона, женщина в зеленом изумленно вскрикнула. Куя невольно спросил: «Что? Неужели вы что-то заметили?» На ее лице появилось странное выражение, и она сказала: «Да, есть нечто странное. Неужели в нашем плане какие-то изменения? Неужели этот человек потерпел неудачу?» Худощавый воин-заклинатель застыл, и на его лице появилось беспокойство. «Не обязательно. Вы двое должны проверить», — равнодушно сказала женщина. Вскоре она закрыла глаза и замолчала. Худощавый воин-заклинатель и Куя переглянулись между собой и взволнованно распространили свое духовное чутье. Вскоре на лицах обоих появилось удивление. Куя озадаченно проговорил: «Что происходит?» Туман уже рассеялся. «Мы же договаривались, что формация должна была рассеяться на полпути через атаку, чтобы мы могли уничтожить всех культиваторов. Почему формация так внезапно исчезла?» Худощавый воин-заклинатель сказал в нерешительности: «Я не знаю. Во-первых, давайте продвинемся и посмотрим, прежде чем решим, что делать». С учетом этого женщина продолжила молчать на огромном звере, а армия продолжила продвигаться вперед.
Тем не менее, они следовали предупреждениям худощавого воина-заклинателя и стали бдительнее. Ничего необычного не произошло, когда армия воинов-заклинателей прошла путь до того места, где они были вчера. Бесконечного моря темно-зеленого тумана больше не существовало, были только горы и различные нефритовые платформы на каждой вершине горы. Тем не менее, все было в руинах и дымилось черным пламенем. Добавив этому нависшую над горным хребтом тишину и отсутствие каких-либо других людей, это было довольно жалкое зрелище. Армия разделилась на две части, поскольку женщина в зеленом двинула вперед своего зверя. Они с уважением взглянули на красивую фигуру на огромном звере и молчали, они демонстрировали свое обычное проявление беспокойства. Куя и худощавый воин-заклинатель последовали за ней. Женщина взглянула на сцену перед ней с яркими блуждающими глазами. Немного помолчав, она откинула волосы назад, и на ее лице появилась холодная улыбка. Худощавый воин-заклинатель с недоумением сказал: «Нехорошо. Хотя туман прекратился, все еще существуют ограничения, которые блокируют мое духовное чуть». Куя озадаченно сказал: «Верно. То, что мы видим сейчас, возможно, только иллюзия. Если бы этот человек действительно преуспел, он должен был присоединиться к нам к настоящему времени». С холодным голосом женщина сказала: «Значит, ты хочешь сказать, что мы будем просто стоять здесь и ничего не делать?» «Конечно, нет», — ответил он, — «нам нужно только быть более осторожными. Вполне возможно, что человек только частично преуспел и сбежал после. В результате другие культиваторы должны были покинуть это место и отступить». Глава 739. Битва за разрушение формации. Часть 1. Женщина в зеленом равнодушно улыбалась. Такое дикое предположение бессмысленно. Учитывая культивацию врагов, мы можем быть уверены в победе. Однако мы не можем быть беззаботными. Просчет может привести к смерти или захвату. Куя проговорил нерешительным тоном: «Тогда, мудрец ли, значит?» Женщина спокойно сказала: «Неважно, ловушка ли это, мы пришли разрушить формацию, так что продолжаем действовать по плану. Ничего страшного, если мы пожертвуем несколькими нашими людьми, чтобы понять ситуацию, поскольку для нас самый главный ресурс — время. Мы получили информацию о том, что другие силы Небесного Южного региона совместно отправили сюда подкрепление. Для этого потребуется 2-3 месяца. Нам следует направить наши главные силы в сторону города Парящего Неба, чтобы получить наилучшую возможность захватить город. Если мы разрешим Союзу 9 наций и другим державам объединиться, мы потеряем слишком много сил, даже если выиграем битву против них. Тогда давайте сделаем так, как предлагает мудрец Ле». Худощавый воин-заклинатель немного поколебался, но потом согласился. Куя вовсе не заботился о низкоранговых воинах-заклинателях, поэтому не выдвигал никаких возражений. Женщина кивнула, а затем ее губы зашевелились, передавая кому-то голосовую передачу. Затем 100 ближайших воинов-заклинателей стали медленно продвигаться к вершине горы Желтого Дракона под руководством воина-заклинателя формирования ядра. Почти сотня воинов-заклинателей постепенно превратилась в черные точки, приблизившись туда, где изначально над горой было море тумана. Сотни воинов-заклинателей беспрепятственно прибыли на вершину горы под командованием худощавого воина-заклинателя. С улыбкой он сказал женщине в зеленом: «Кажется, здесь действительно все заброшено, позвольте нам начать поиск». Раз они так торопились, они, должно быть, много чего оставили. Женщина холодно проговорила: «Не торопитесь, тщательно здесь все обыщите». Худощавый воин заклинаний был поражен, услышав это, но ничего не сказал. В этот момент сотни воинов-заклинателей стали обыскивать нефритовую платформу, а также сожженное здание, и изредка им попадались духовные камни. Воины сияли от радости при виде их и поспешно убирали их к себе в сумку для хранения. Армия воинов-заклинателей изначально состояла из различных племен мауланей. Помимо ресурсов, добытых из каменных шахтах и дней, остальная часть добычи в войне доставалась им. Остальные воины, оставшиеся снаружи, сильно забеспокоились при виде этого. Они чрезвычайно завидовали возможности приобрести трофеи безопасности для жизни и каких-либо трудностей. Кто знал, сколько ценных предметов было оставлено в зданиях. Вскоре после этого худощавый человек и Куя тоже не смогли оставаться спокойными. Куя проговорил в нерешительности: «Мудрец Ле, посмотрите». Поскольку большинство воинов-заклинателей армии были выходцами из их племен, они, естественно, не желали, чтобы их соплеменники упускали возможность приобрести материалы для культивации. Та сотня воинов, что уже грабили, были выходцами из небольшого племени, которое не было особенно сильным. То, что они уже собрали, должно быть достаточно для них. Женщина в зеленом никак не отреагировала на них.
Вместо этого она невольно прищурилась, словно озадаченная чем-то. Куя и худощавый мужчина переглянулись между собой и не посмели сказать что-либо еще. Спустя промежуток времени, чтобы выпить чашку чая, сотня воинов-заклинателей обошли около трети горного пика. В тот момент женщина наконец сказала: «Вы двое, каждый пошлите по сотне своих воинов, чтобы они уничтожили оставшиеся ограничения. Нет необходимости проверять всю гору своим духовным чувством. Я не позволю другим выходить на гору». Да, мы сделаем так, как говорит мудрец Ле. Оба они радостно послали своим личным ученикам голосовые передачи. В результате 200 других воинов-заклинателей вошли на вершину горы и начали рыться в зданиях, словно хищные волки. С таким большим количеством людей моя магическая сила больше не выдержит. Голос старика Ма внезапно нарушил тишину в одном из районов горы Желтого Дракона. Лысый мужчина с сожалением вздохнул и сказал: «Очень жаль, что ни один из великих мауланских мудрецов не попал в ловушку». Без лишних слов вершину горы охватило землетрясение. 300 воинов-заклинателей, которые были на горе, были потрясены этим. Без каких-либо приказов они тут же рассеялись в разные стороны. Культиваторы формирования ядра, которые возглавляли каждую группу, естественно, были самыми быстрыми, мгновенно перемещаясь на сотни метров. Однако даже если бы они смогли увеличить скорость еще больше, они не смогли бы избежать обширного периметра формации. С вершины горы внезапно вспыхнули сотни разноцветных огней, и начал вращаться зеленый огонь, мгновенно вздымаясь в воздух, снова обволакивая огромную область вокруг горы Желтого Дракона морем зеленого тумана. Худощавый воин-заклинатель и Куя тут же побледнели при виде этого. Между тем, выражение на лице женщины в зеленом ничуть не изменилось. «Как жаль», — сказала она без эмоций, — «это была ловушка, как и ожидалось. Возможно, если бы не заставили Гу Шуанпу действовать, его бы не раскрыли, и он бы смог помочь нам больше». Куя сжал руки в кулак и уставился в туман. Воин-заклинатель формирования ядра, который он туда отправил, был его прямым потомком, которого он особенно любил. Не думая, что он попадет в ловушку, он с тревогой почувствовал необходимость спасти его. Его глаза загорелись праведным гневом, и он сказал: «Мудрец ли те, кто внутри?» Женщина в зеленом взглянула на Куя и небрежно сказала: «Не теряй самообладание». Культиваторам зарождающейся души не составит труда разделаться с культиваторами формирования ядра. Вероятно, они уже мертвы. Выражение на его лице дрогнуло, и он сказал серьезным тоном: «В этом случае, мудрец ли, попросите меня возглавить атаку, чтобы разрушить формацию. Я могу высвободить сущность своего огненного духа и уничтожить формацию одним вздохом. А затем давайте сожжем остатки каждого из культиваторов внутри». Женщина подняла бровь и сказала: «Сущность твоего огненного духа. Хорошо. Раз ты уже все решил, я буду сопровождать тебя на своем гигантском носороге. Однако, было бы лучше, если бы ты сохранил ее, чтобы использовать в критический момент. Нам стоит также уделить особое внимание тому юноше, что убил господина Небесного Плача. Я подозреваю, что это он разрушил тело мудреца Му из племени Небесного Ветра. В этом случае он обладает исключительными способностями, не говоря уже о том странном голубом пламени. Если ты не будешь осторожен, тебя ждет печальный конец». Лицо худощавого культиватора дрогнуло, и на его лице появился страх. Он уничтожил физическое тело мудреца Му. Я слышал, что он способен на легендарное молниеносное движение. Это правда. Мудрец Вэнь, твои техники уступают культиваторам, которые используют ближний бой. Будь осторожен и никогда не вступай в бой с ним. Будет лучше, если ты оставишь его на меня, с холодным блеском в глазах. Она гордо добавила: я культивирую искусство мягкого ветра. Его скорость не меньше молниеносного движения. Несмотря на смертоносность его дьявольского пламени и золотой молнии, они не смогут навредить мне, не коснувшись меня. Остальные его способности все еще на уровне культиватора на ранней стадии зарождающейся души. Разве он может сравниться со мной? Все в порядке. Только мудрец Ле может справиться с ним. Мудрецу, который смогла состязаться со святым Тиньланем из парящего племени, тот культиватор определенно не соперник. Худощавый культиватор облегченно вздохнул, глядя на уверенность женщины в зеленом. Услышав это, она тут же нахмурилась и холодно фыркнула: «Святой Тиньлан». Худощавый культиватор был встревожен этим. Он вдруг вспомнил, что мудрец Ле считала эту битву своим поражением и ненавидела, когда другие говорили об этом. Это действительно. Худощавый культиватор попытался сменить тему, но женщина мазнула рукой и тут же пришла в себя. «Хватит, мы должны разрушить формацию. Прекращайте другие разговоры и отдайте приказ о начале штурма». «Да». Худощавый культиватор вздохнул с облегчением и приблизился к Куя.
В темном тумане лежал труп воина-заклинателя формирования ядра без головы. Внезапно в его направлении мелькнула фигура лазурного света. Хань Ли взглянул на безголовый труп, затем поджег его своим голубым пламенем и улетел. Улетая от трупа, Хань Ли взглянул на сумку для хранения того воина-заклинателя, и на его лице появилось разочарование. В сумке для хранения был только хлам, не имеющий отношения к духовным методам или чем-то еще ценному. Хань Ли нахмурился, а затем выдохнул. В этот момент снаружи в море зеленого тумана раздался грохот. С той стороны, откуда послышался грохот, начали проноситься волны удивительной духовной ци. Затем низкий вой, напоминающий раскаты грома, сотряс землю и воздух, в результате чего даже туман стал слегка клубиться. Выражение лица Хань Ли оставалось спокойным. Он взглянул вверх, немного помолчал, а затем выпустил из рук алый огненный шар, превратив труп в пепел. Затем он повернулся и полетел к центру тумана, исчезнув без следа. В центре тумана появилось нечто странное. Все поврежденные здания вернулись в изначальный вид вместе с культиваторами, рассредоточенные в различных частях тумана. Старик Ма и лысый мужчина зависли в 100 метрах над зданиями. Они стояли на стороне друг друга и смотрели в сторону армии Маулани с серьезными выражениями на лицах. Глава 740. Битва за разрушение формации. Часть 2. Лысый мужчина вдохнул. Я и не думал, что Маулани будут так осторожны. Хотя мы убили нескольких воинов-заклинателей, мы не сильно навредили их силе. Теперь мы можем использовать только силу против силы. Брат Ма, насколько хватит твоей магической силы? Ты использовал флаги сокрытия небес, чтобы покрыть половину вершины горы. Старик Ма закрутил бороду и небрежно сказал: «У меня осталось достаточно магической силы, чтобы отвлечь мудреца Мауланей, но победить я его не смогу». Лысый мужчина торжественно сказал: «Все в порядке. Оставь остальных врагов для меня и господина Ханя». Господин Бэу также немного восстановил свои силы. Я уже поручил своим подчиненным позвать его в случае ухудшения ситуации. Старик Ма взглянул на огромного зверя снаружи формации своим духовным чутьем, и на его лице появилось обеспокоенное выражение: «Это хорошо, однако я боюсь, что с этим зверем будет сложно справиться. Мы не можем позволить себе отвлекаться, но я подозреваю, что наши культиваторы формирования ядра не смогут справиться с этим». Лысый мужчина вдохнул. «С этим ничего не поделаешь, у нас и правда не хватает людей. Однако нам могут помочь братья Мужун в борьбе с этим зверем. Поскольку они культиваторы формирования ядра, их труднее убить, кроме того, они владеют молниеносными техниками, которые смогут пробить шкуру зверя, однако его тон не звучал особенно уверенно, зная о нем от нескольких побежденных культиваторов. Старик Ма кивнул с обеспокоенным видом: «Это все, что мы сможем сделать». В этот момент из зеленого тумана вспыхнул лазурный свет и подлетел к ним. Свет исчез, раскрывая Хань Ли. Он улыбнулся им двоим и спросил: «Господа, похоже, Маулани собираются атаковать. Какой у нас план?» Лысый мужчина улыбнулся. «Хорошо, что пришел брат Хань. Мы только что обсуждали это». Он повторил свой план Хань Ли. Хань Ли на мгновение нахмурился, а затем расслабил лоб. Этот гигантский зверь довольно хлопотный. Такой зверь должен был существовать только в древние времена. Откуда Маулани взяли их? Во всяком случае, давайте сделаем это, как говорит господин Лу. Лысый человек усмехнулся и почтительно сказал: «Для этой предстоящей битвы мы будем во многом полагаться на способности брата Ханя». Хань Ли почесал нос и спокойно сказал: «Поскольку этот вопрос касается безопасности всего небесного южного региона, я, естественно, буду стараться изо всех сил. Однако противник действительно силен. Хотя мой дух готов, но мое тело может быть слишком слабым». Старик Ма улыбнулся и почтительно сказал: «Если даже брат Хань не сможет с ними сравниться, то что уж говорить о нас или других культиваторах Альянса». Хань Ли взглянул на старика Ма и загадочно улыбнулся. «Брат Ма действительно переоценивает меня. Мои способности не так велики, как ты думаешь. Пожалуйста, не стоит слишком полагаться на них». Желая также углубить свою дружбу, лысый мужчина усмехнулся и сказал: «Как ни посмотри, а брат Хань необычный культиватор на ранней стадии зарождающейся души. Твои способности далеко за пределами наших. Для предстоящей битвы, ох». Маулани уже начали свое нападение, он быстро перевел свой взгляд. Хань Ли и старик Ма быстро оглянулись с тревогой на лице. Красные огни внезапно светились в направлении армии воинов-заклинателей. На небе вдруг появилось облако красного пламени, напоминая десятки ярких миниатюрных солнц, скрывавшихся внутри него. Старик Ма, видя подобное в первый раз, вдруг вскрикнул: «Что это?»
Лысый мужчина угрюмо объяснил, это техника создания духовной формации воинов-заклинателей. Большое количество воинов-заклинателей может замениться флаги и пластины ограничительного заклинания, в результате чего они могут быстро активировать духовную формацию. Однако для контроля за этой формацией необходим высокоранговый культиватор. Судя по огромным огненным шарам, она контролируется вчерашним культиватором, что использовал огненные техники. Техника духовной формации. Удивленно пробормотал старик Ма. Хотя он и хотел узнать больше подробностей, но сейчас было не время для этого. Хань Ли перевел взгляд и спокойно сказал, давайте все войдем в формацию и будем действовать по обстоятельствам. До боя с воинами-заклинателями зарождающейся души давайте убьем как можно больше низкоранговых. Хорошо. Никто не возражал против его предложения. Лысый мужчина подозвал нескольких культиваторов формирования ядра и сообщил им инструкции, а затем все они последовали в зеленый туман, включая Ин-Ин. Конечно, Хань Ли передал голосовую передачу с предупреждением быть осторожной, а затем исчез в тумане. В этот момент часть воинов заклинаний была организована в группы по несколько десятков, каждая из которых стояла в магической формации. Все они держали над головами огненно-красный магический инструмент, собирая огненную ци. Несколько десятков огромных огненных шаров плавали в сотни метров над ними. Хотя эти шары и на них действовали губительно, во рту каждого пересохло, зрение затуманилось, их тело дрожали, однако держали формацию изо всех сил. В самом центре формации, посреди десятков огненных шаров, сидел Куя со скрещенными ногами с растрепанными волосами, а вокруг него медленно вращались 6 огромных красных знамен. Он оставался совершенно неподвижным, а его руки были сжаты в странном жесте заклинания. Вокруг его головы вращался трехметровый огненный питон, а его тело светилось ярким красным светом, возбуждая вокруг него тучи огня. Женщина в зеленом находилась неподалеку и холодно наблюдала за действиями Куя. Худощавый человек был позади них и с беспокойством наблюдал за происходящим. Куя вдруг открыл глаза и крикнул «Вперед!». 6 знамен вокруг него одновременно выпустили столбы алого света. В тот же момент в воздухе появилось 6 огненных шаров в диаметре более 40 метров. Внезапно огненные шары полностью поглотили столбы алого света и задрожали на мгновение, а затем выпустили пламя высотой 3 метра. Затем огненные шары выстрелили в море зеленого тумана, словно огромные метеоры, желая насильно пробить проход в тумане. Комбинированная атака множества воинов-заклинателей наполнила эти огненные шары невероятной силой. Хотя великая формация зеленого тумана была установлена экспертами Союза 9 наций, эти огненные метеоры вызвали разрушительный взрыв, как только коснулись зеленого тумана. С несколькими последовательными атаками зеленый туман был разбросан диким пылающим ветром. Хотя зеленые и желтые языки пламени все еще сияли, они явно превосходили друг друга и не могли противостоять атаке. В мгновение ак-6 огромных участков зеленого тумана формации были разрушены. Холодный блеск вспыхнул в глазах женщины в зеленом, а в ее руках появился золотой шар. Затем она подняла его в воздух и полетела на своем огромной носороге к краю моря зеленого тумана. С оглушающим грохотом золотой шар упал на синий рог гигантского носорога, и рог тут же вытянулся в одно мгновение. Огромный рог внезапно начал сверкать ослепительным светом. Возможно, под влиянием ослепительного золотого света или какого-то действия женщины зеленым, глаза гигантского носорога покраснели, и он неистово заревел. Внезапно он наступил на синие облака под ним и бросился к зеленому туману. Спустя мгновение рев зверя заполнил воздух, а вокруг него засверкал ярко-зеленый свет. Вперед! Мудрец Куя будет продолжать использовать свои огненные техники. Мы уничтожим эту формацию, голос женщины в зеленом распространился по всему небу. Воины-заклинатели, которые все это время пребывали в режиме ожидания, обрадовались полученным приказом и стали входить в зеленый туман в группах по 5-10 человек. Женщина в зеленом равнодушно сказала: «Давайте тоже войдем. Как только мудрец Куя закончит свою технику, он последует за нами». Затем она метнулась в туман, превратившись в полоску белого света. Худощавый воин-заклинатель поспешно согласился, а затем последовала за ней. Мгновение спустя было всего несколько сотен воинов-заклинателей вошли в ограничительную формацию. В тот момент оставшиеся огненные метеориты поглощены 6 огненными знаменами вокруг Куя. Затем они упали на море тумана в том же месте, что и предыдущие 6 метеоров, в результате чего высвободилось еще несколько десятков столпов пламени, которые, почти разрушив все ограничения. Куя яростно засмеялся, а затем быстро поднялся и помахал воинам-заклинателям. После он безмолвно поплыл к морю тумана в шаре палящего пламени. Другие воины при виде этого последовали за ним.
В тот момент уже более 1000 воинов-заклинателей было внутри формации, не говоря уже о нескольких сотнях, которые контролировали ограничения формирования изнутри. Хань Ли неподвижно плыл внутри тумана, закрыв глаза. Его тело уже было одето в броню, состоящую из черных золотых прожорливых жуков. Он стоял на огромном лазурном мече. Над ним нависал рой сверкающих золотых жуков, 3 метра в диаметре. Каждый из жуков казался крайне злым и кровожадным, словно ожидая их первой возможности убивать. Хань Ли несколько раз моргнул, и он медленно открыл глаза. На его лице было удивление. Как и ожидалось, среди них мудрец на уровне культиватора стадии зарождающейся души, но я не думал, что это будет женщина, пробормотал себе Хань Ли. Немного подумав, он похлопал по своей сумке для хранения и вызвал в руки набор инструментов для создания ограничительного заклинания. В мгновение Акхань Ли разместил самую мощную формацию, которую он мог установить за такой короткий промежуток времени. Хань Ли взмахнул рукавом и приказал: «Серебряная луна, выходи». Маленькая лиса вылетела из рукава и приземлилась перед ним. Хань Ли продолжил: «Я дам тебе фиолетовое облако и цветочную корзину. С этим противником будет еще сложнее справиться, чем со старшей боевой сестрой Ванер. Будь осторожна. Если ее способности действительно слишком опасны, нам не нужно напрягаться. Давай захватим ее здесь в иллюзию и используем ограничение зеленого тумана, а также мою ограничительную формацию, даже если шансы невысоки. Если этого будет недостаточно, тогда мы просто убежим. Нам не нужно слишком рисковать». Затем он вызвал фиолетовое облако и цветочную корзину и бросил их маленькой белой лисе.